Сверхважно. Всем, всем, всем. Пробуждаемость и восстановление мужской и женской энергии победителей света. Миира, Миира, Миира изначального. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу этого канала «Новое пробуждение человечества». Есть чаты в Telegram, где идут прямые эфиры. Ссылки в описании. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Мир, пробудись, прах эго отряхни, и мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Мы начинаем сегодня новый день. День необычный, день весны Миира. Миира, Миира. Хотим добавить разъяснения. Разъяснения, они начинаются в том понимании, что то, что привычно невидимо, пока что. Когда идет празднование, множество из вас сразу приготавливается к тому пониманию, что праздник – это радость, и только. Куда-то приходить что-то познать – это тоже праздник, это тоже празднование. Привычно празднование происходит вне человеческого сознания. То есть праздник могут создавать только те программы люциферианские, их догмы. Это тысячелетие, каждому из вас нужно к этому отнестись в понимании. Это были тысячелетия. Оно менялось, оно изменялось, формат менялся и так далее. Но суть оставалась та, была, и существует пока что эта система. Эта система находится настолько вредоносна сейчас для множества. Она и тогда была вредна, но не настолько, как сейчас. Это окружность вашей головы, ваших ушей, затылка вокруг ушей. Есть специальные слушательные аппараты, которые надевают именно за ушами, вот эти моменты находятся там. Вы внешне, вы слушаете, вы внешне выходите на вот это принятие. Вы готовитесь к этим праздникам, это начинается включение в эту систему. Особенно вредоносны все их деяния, вся их система именно в праздновании, в какой-то торжественности. И поэтому она как силовой механизм захватывает, проникает в очень серьезные глубины. И эти глубины вместимостью больше, они везде могут быть. Но самой проявленной вместимостью – это окружность головы и за ушами. Вам нужно разговаривать по-взрослому с самим собой и со всеми теми, кто вас окружает. Кто решительно хочет выбрать этот путь, кто решительно хочет остаться живым. Живым слово очень грозно звучит. Кто решительно хочет слышать неамфорность вот этого убийства люциферианского, вот этого нигилизма, он перерос в признательность. И это видно, если убийство, разрушение произносится в каком-то, даже уже не видно, чтобы это возмутительно припугивало, а оно все равно празднуется. Вот это нужно сейчас увидеть. И почему оно празднуется? Потому что миллионные тиражи просмотров. И на этом фоне вот эта человеческая дилемма Дихмара. Дихмара, она так будет называться. Она находится в области гортани с внутренней стороны. О ней немного было рассказано. О том, что когда вы не выговорили себя, вам не дали сказать что-то, и вы замолчали, а та внутренняя часть вас, она все равно добивалась. Та победоносная часть в молодежи, почему она так выражена, и когда у них нет возможности это доказывать, для них это губительно. Она очень болезненна, когда не высказываешь свое мнение, свое понимание, свои знания, то, которое идет снутри. Оно очень силовое. И силовым оно стало более 1000 лет назад. Это переносится из поколения в поколение индивидуальностью небольшой горсткой каких-то существ. И там этот перенос происходил, он выглядел, конечно, очень по-разному.
Эти существа, которые хотели показать, остановить что-то, они всегда попадали в наказуемость. Это были действия те передовые, и они всегда показаны человеческой истории, это всегда были убийства. Те, которые воевали, и написано о тех великих аватарах, которые вели человечество вперед, и которые давали человечеству возможность вспоминания. Вот это слово «вспоминание». Сейчас оно будет у вас главенствовать, вспоминание. И история показала и утрировала, что погибнуть – это героизм. 300 спартанцев, они побеждали какой-то период времени, но в конечном итоге они были убиты до единого. Нет. Это продлилось какой-то период времени. Победа их физическая состоялась над великим множеством. Это вкратце, чтобы понимание было у вас. Написанная история, она фальсифицированная. Они победили тогда, эти 300 спартанцев, и мир длился очень долго. Огромный период времени был мир. А ваши истории, как вы воспринимаете, книги, которые честных авторов, и глобально мудрые написания, и вместе с тем, там есть нарушения. Не дописали, там сокрыли, там убрали. Мир длился очень долго. 300 спартанцев, они спасли тогда мир. И если человечество сейчас, прочитывая, слушая сердцами, понимание будет меняться. И это самое главное, что необходимо на сейчас. Множество историй переписано. И прожила эта часть этих существ этой цивилизации в свободе. И то, что их было 300 всего лишь, и они вышли на вот этот защитный щит с великим множеством, это истина. На самом деле мир настал на том побережье, на тех утесах. И он длился очень-очень долго. Этот героизм захватнической силы, который внедрен в человечество, он убивает самое ценное, самое могущественное в самой рассудочно-сердечной фрактальности человечества. Сила и победа находятся в соизмеримости созидания, а не разрушения. И когда эта сила созидания принята, тогда мир, процветание, изобилие становится естественным состоянием. Тогда принимается жизнь. Все больше и больше проявленностью становится, что она ценна. А она бесценна – это жизнь. Теряются страхи и иллюзорность, и обман, а на поверхность выходит та настоящесть божественности, которая есть в каждом сердце. Мир, весна. Мир, который нужен сейчас. И это поднимает силы. Эти убеждения, утверждения поднимают то состояние победной силы, могущества созидания, творения. И божественность становится главенствовать. И рассудочная часть приобретает совершенно другой диапазон. И тогда человечеству реально справится с любыми изменениями. И катаклизмы на планете резко уменьшаются. И в этом заключен сам настоящий потенциал Миира. Миира сейчас. Мир исцеляемостью двигает прогрессирующее сознание человечества. Вся система, она изменяемостью была, но суть осталась ее изначальной тогда, когда архонты ответвление взяли от Нефилим. Эта архонтовская задача была, и она давняя, но вместе с тем вот такие силовики были в разные времена. И о них практически нигде не сказано. Где если говорят о героизме силовиков-победителей, то обязательно эти рассказы, эти догмы, где бы они ни звучали, они звучат, что они погибают. И та мудрость, которая уже была в Александрийской библиотеке, она сокрыта. Она нигде не прочитывается человечеством. У человечества четко стоит вот эта покорность, иначе убийство, иначе погибаешь. Малейший твой такой силовой аспект твоей гортани, звука твоего, он не выходит на этот силовой аспект. Он едва там слышен у многих, иначе погибнуть. Чем тише ты говоришь, тем это правильнее и настойчиво это звучит. Эти страховые догмы, дилеммы, они существуют из жизни в жизни, и это и есть часть кармы.
кармы той планетарной, которую человечество принимает. И здесь очень-очень большой расклад, чтобы рассказать, как это влияет на прошлое и на будущее. Все, что вы помыслите сейчас, будет изменено. Прошлое улучшится, и будущее станет другим, рассвет настанет. А вот это проживание в нигилизме дает очень серьезное нарушение и на прошлое, и на будущее. И вам нужно всем это знать. И это один из важнейших аспектов того, что они составили «без меня не проживешь». В этом понимании начинает происходить то, что человек и читает, и изучает, и ничего у него не происходит. Что звучит в этой всей «без нас вы не проживете», так утверждали короли, так утверждали цари, так утверждали всякие кланы. Это все идет оттуда. Вы без нас не проживете, и сейчас это утверждение очень явно проявлено, и для многих из вас, кто уже начинает вдумчиво прослушивать видео этого канала «Новое пробуждение человечества», ввести с собой какие-то диалектические выдумывания, дыхание и гортань. И здесь сейчас стоит вот эта дилемма. Вот уже какой период времени человечество видит, насколько это разрушает, где-то какими-то частями себя понимает, что эта опасность идет всем. Не может сейчас эта опасность быть невидима. И что принесет это разрушение, и не спасут их бункера, здесь очень много всего поставлено. И вместе с тем, они сами того не сознавая, не понимая, они живут в этой системе, они являются этой системой, и никто ничего не может сделать. Остановить вот это братоубийство, которое сейчас происходит. Очень большие идут нарушения, и только потому, что в массовости своей, у многих, на тех бессознательно-подсознательных, услышьте сейчас эти слова. Бессознательно-подсознательных, на сознательном, нагружена вот эта дрохма их, что вы без них не проживете. Она удерживает вас во всех ваших деяниях, во всех ваших помыслах. Вы в зависимости находитесь каждый, и друг от друга, и от того какого-то коллектива, от того какого-то научного утверждения. Везде-везде стоит полная зависимость. И она настолько злобна сейчас. Ибо эти переходы, изменяемость циклов, она меняет саму структуру самой цивилизации, а она не может по-другому быть. Она возьмет другую высоту. Она находится на другой высоте. Это цикличность вот этих всех составляющих всего цикла. Это другая цивилизация. Сколько бы ни было вранья, и настолько хитро смонтировано, что можно так и не углубляться, не менять, не становиться могущественным силовиком. Так у них это яро, хитро, там внедрено. Но вы не выдержите. Никто из вас не выдержит то силовое поле, тот силовой цикл, который идет. И он одновременно хочет раскрыть вашу, ту изначальную силу победителя, победоносного, светового победителя. И одновременно поднимается вот эта муть, программа этого изначального внедрения в саму цивилизацию. И эта цивилизация, в которой вы сейчас живете, она разделялась. Также были 3 цивилизации, которые прожили в Золотом веке. Это было, это существовало, а потом пошел спад, и пошли разные такие. И 2 цивилизации прожили именно в ипохондрию этого нигилизма, какая-то часть у них существовала. Но в этот период, в это столетие, оно набрало неимоверную силу, именно нефилимские программы нигилизма. И вам каждому сейчас нужно взять это понимание и потерять их опеку, их зависимость, что вы без них не проживете. Первичным у вас является дыхание, вы дышите. Вы дышите. За вас не дышит ни банкир, ни президент, ни работодатель. Вы дышите. И молодежь здесь стоит сейчас на первом. Ибо вот эту зависимость, вы ею стали вырастая, и вы ее внедряли, передавали молодым своим детям. Боялись чего-то, осуждали их, всякое у вас было. Но здесь нужно это понять. Те, кто сейчас может это принять и слышать, может разрушить и выйти из этого повиновения и помочь своим детям в помыслах своих, делах и в отношениях, во всем.
ту более старшую составляющую, ей самой это доступно будет, более старшие поколения. Насколько они этого захотят, хотя бы принять это. Может быть, не сможет перемонтировать физиологию, но понимание сможет взять, и это им остается. А вот молодежи необходимо это. У многих из вас вот эта зависимость, и детей отодвигайте в сторону, они уже взрослые. И отношения с родителями выясняйте, потому что родители многих также цепляются за ваши эти составляющие, чтобы вы их вынесли, вывели на тот путь световой, к которому вы стремитесь. Увы, это не произойдет, и это нужно понимать. Там физиология будет противиться, и ее нереально перестроить, если произошел уже очень серьезный износ. У каждого все свое, нужно на это смотреть. Но основная цель – это увидеть, поверить в то, что как бы ваши дети себя не вели, в глубинах их сознания, в сердцах их, могут быть великие победители. И только рождая их, вы в той ипохондрии, в той хандре, вы обвесили, окутали их вот этим всем. Чувство вины не должно возникнуть ни у кого. Вы услышали, что это много времени происходило. И вместе с тем, ответственность – это опора. Это та мощь, которая выведет вас на тот знаменательный, силовой аспект вас, победителя света. Это та неимоверная сила, ей нет равных. Ничего не сравнивайте с могуществом Создателя. Ничего. Она – свободная планета. Свободное человечество. Свободу он дал, он не нарушает. Ни один владыка не может вторгнуться в ваши тела, сколько бы вы ни призывали и религиозными молитвами. Не имеет он на это возможности. Силы его непомерны, но он не имеет такой возможности. Ибо закон свободы для них это все. Для люциферианской системы там нет законов, как и в государстве. А там они существуют, и они всегда были и будут выполнимы. Чем яростнее вы создадите вот эту силовую силу в себе, восстановите себя. Раз я был, раз я проживал, и раз это есть на моих каких-то клетках, атомах, в моей системе, то она может возрасти и притом очень быстро, ярко, яростно. Весна. Весна, она победитель. Смотрите, как она прекрасна, последовательно. После жесткой зимы, кто где проживает, где есть зима, казалось бы, неимоверность силы мороза и ветра, и какая в ней сила поднять это. Настает это сразу же резко, во многих уже происходит цветение. Подъем этого. Это реально сейчас совершить. И вот эти слова вы слышите, квантовый скачок. Но там много мусора ментального в этих ложных учениях. Пока вы их хоть секунду обвиняете, вы не берете ответственность. Вы бессильны, вы умножаете их снова. Вам нужно понять, что ответственность должна ваша разрушить это. Это силовой аспект силы непомерный. Он прям выталкивает из вас, и это можно четко проверить. Не бежать от этого, убежать некуда сейчас. Никто не сможет никуда убежать, ничем закрыть. Только дать этому возраст, этому победному свету, победителю этому. И есть то понимание, матриархат. Много-много всего исторического. Мы не будем сейчас открывать. Он тоже изувечен, матриархат, Амазония. Многим известно период Амазонии, где женская энергия была силой. Непомерная сила женщины. Силовой аспект женщины был настолько могуществен, что ему равных не было. Он преобладал. Ни один фильм, который вы видите, не написали об их красоте. Только то, что имела на этом уровне цивилизация, ненависть и злоба, убийство самым основным было, и существует это сейчас. И в этом понимании амазонки были показаны матриархат. Он был другим. Совершенно другим. Женщины в порыве весны, силы, сейчас особенно. Сознательно сознают, что в них находится и мужская, и женская энергия. И также мужчины это слушают и принимают по-своему.
И мужская и женская энергия, когда это принимается внутри и по-настоящему, теряются обиды. Если воплощена женщина, женская энергия в ней превышает, но она превышает той амазонки, той могущественной, настоящей женственности. А не тех, что сложены, они все подвержены очень многие, практически все женские практики, учения, практически все темные. И мужская и женская энергия, они должны восстановить свое равновесие внутри и в энергиях, в сознании. Первично это в сознании происходит. И когда они восстанавливают это равновесие, очень быстро. Нужно помочь сознанию утвердить это. Нужно дать этому такое желание, намерение создавать. Чтобы ваше намерение перешло в моментум, стало звучащей, ведущей силой вашей. Моментум – это когда ваши намерения повторяются, и он становится уже вашим силовым аспектом, который ведет вас и защищает вас. И вот это понимание очень быстро ускорит непомерное, честное, искреннее принятие мужской энергии мужчин. Правит сейчас женская энергия. Правителем энергии на этой планете находится женщина. Юная притом женщина. То каждая как изображает, сколько вреда приносит близким мужчинам и сыновьям. И с них требуя, ставите рамки ограничения, кто находится рядом мужского пола. И они устали от этого. У них есть, конечно, разные состояния. И безволие усиливайте и в себе, и в них. Помните, что никогда никого нельзя заставить. Это золотое правило. Это сияющий закон Творца, достать его необходимо. И пусть он происходит у вас на каждом мгновении вашем, проживайте с ним. И тогда вы не будете ошибаться, тогда вы не будете сетовать, возмущаться и обвинять. Вы будете видеть в друг друге, в себе, и силу, и интуитивность, и ту победоносную, световую октаву могущества Творца. И вот она сейчас, мужество. Она сейчас всем нужна, независимо в каком поле рождены, мужчины или женщина. Эта октава Создателя, мужества, должна быть проявлена. И это понимание должно стать активатором. И когда нарушения, которые прошли в Амазонии, тогда, в те времена, после какого-то перехода этого нарушения, женская энергия принимает то состояние, что она отдает первенство мужчинам, исцеляет. Ибо и женщина, и мужчина, и той энергией является. И чтобы исцелить вот эти нарушения, мужчинам дается право первенства, а женщина приглушает гортань. Горловую чакру перекрывает. Это было очень давно. Но здесь имеет значение, кем вы сейчас являетесь. Если вы женщина, то гортань вам нужно будет очень усиленно, по-настоящему, по-другому ее развивать. И многим мужчинам здесь нельзя такое деление, вы все разные и у каждого прожиточное состояние разное. Но женской ипостаси нужно на это очень особо обратить внимание. Гортань приглушена изначально, и вы рождались какой-то период времени. Понимание, само значение этого принять и без лицемерия, без лукавства. Это понимание, оно может стать вами. Оно может быть принято сознанием вашим тем вдохом-выдохом, только если это идет на исцеление вот этой глобальности. Если вы пытаетесь это превратить и умножить в себе внутри и только, вы ничего не добьетесь. Это нужно понимать. Законы мироздания действуют в единении с самим мирозданием. Это никогда не будет по-другому. Это закон мироздания, золотое правило. И слово «исцеление» и «миир» изначальный – это закон мироздания. И он не будет другим. Я хочу мира в себе, в своем жилище, а там пусть убивают, потому что они несут в себе какую-то карму особенную. Вот тут вы выпадаете отовсюду. А четко идете и усиленно на службу нигилизму, архонтов. И они вас принимают с большими почестями в начале, а потом вы понимаете, что вы теряете силы, теряете желание жить и так далее. И это всегда было.
так было. Эта весна очень-очень другая. Она совершенно другая. Этот день сегодняшний, он другой. Но море рассказывает очень часто. Это была неимоверная силовая позиция, и она внесла сразу неимоверное беспокойство. Морской была показана чуть наперед во времени, так жестко все будет меняться. Очень-очень сильным нужно стать. Это только единственное спасение у каждого. Ясность рассудка иметь. По-другому не остановить и не выжить. И об этом практически все видео на этом канале «Новое пробуждение человечества». Они не до конца рассказаны, только по той причине, что пока нет понимания. Принять это рассудком нереально. Здесь нужно принимать и действовать в себе. Утверждать, говорить об этом себе, жить по этой программе души. Жить, весну прожить. Дайте себе сейчас такое намерение – жить, прожить эту весну, программы души своей. Вы также пришли и с багажом на это воплощение, и с силовыми аспектами неимоверными. И та часть вас, души, которая также имеет грани, она также имеет свои достояния, достоинства. Не попасть на ложно-лукавое. Для того, чтобы добраться, для того, чтобы помочь стать этому явно проявленным, чтобы каждый миг чувствовать себя очень сильным, уверенным, нужно потрудиться. Нужно искренне истинно это принять. Нужно этим стать. Обратиться очень внимательно на свой голосовой аспект. И мужчины, когда выходит женская энергия наперед, она очень поменялась, пришло к тому, что мужчины только богатыми могут быть повелителями. Самый могущественный аспект Бога сейчас – это женственный аспект. Нет слов, чтобы о ней рассказать. Она могущественна, богиня жизни Бога, которая сейчас существует. И поэтому мужчинам тоже нужно понять, нужно уйти от просмотра этого нигилизма. Нужно уйти и от тех же преподавателей, тех же вещунов, ящуров, которые выглядят очень молодо, которые своей также внешностью призывают через пах послушать их. Здесь все это есть, и это можно видеть явно. Но здесь самое важное – понимание это. Прощение всему необходимо сейчас. Каждый миг ваш должен быть прожит во благо Миира. 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 И если какая-то загубленность есть в женской энергии, и если она захочет выйти просто на силовой аспект линейности, вы отброшены будете мгновенно. Не воспользуйтесь никто из вас в каких-то своих кулуарных помыслах о том, что вы сильна. Сила находится в созидании света. Это нужно всегда помнить. И если есть здесь нарушение, то вы со скоростью звука летите туда, в те подвальные казематы, в тех полулюдей, которые занимаются и клонированием, и всем чем угодно. Вот так сейчас ускоренно происходит. Нужно понимание, что сила созидания, свобода – это не значит разрушение. Свобода – это значит быть тем законом Создателя. Вот это и есть свобода. И его первично нужно разгрузить, разобрать в себе. Стать этим. Нет другого пути. И стать этим возможно ежедневно, в своем произношении утверждения. И первично здесь зависимость друг от друга. Друг к другу обращения должны быть, и вообще к мужчинам, что «я могу тоже», «я не должна бездействовать». «Я могу тоже что-то сделать, но независимо я». И многие женщины, и те учения в те времена, все, что нужно было, это вырастить своих детей, дочерей, какими-то успешными, чтобы они нашли успешных людей. Это каббала. Это закабаленность женской энергии, и надо оттуда начинать и рассматривать, что я хотела в детстве, что я видела. И также очень многие сказочные персонажи, они также на это звучат. И вместе с тем, есть очень много, где демонстрируют, где мужская и женская энергия в равенстве находится. И это необходимо сейчас достигать. Другого пути не будет. Он останется сильнее мужской аспект,
Да. У женщин больше интуитивности, да. И мужской аспект, чтобы его быстрее исцелить, это солнечное единение, волевой центр. У мужчин у многих перекручен вот этот стержень силы, который идет с солнечного единения, поднимается в гортань и выходит на более высокий уровень через лобную часть, касаясь трехлепесткового пламени. И это женщины, в злобном перегруженном, воспитывали также сыновей. Ты будешь покорным мне, как я сказала, так и сделай. Это очень печально. Может быть, 2-3 слова, может быть, такой хорошей матерью была, и вы ее любили и благодарили. И все, что угодно могло быть, и до сих пор можете любить, но вот такие 2-3 слова могли скрутить вот этот стержень силы в вашем солнечном единении. Он так сильно проявлен, мужской именно аспект, а она по-разному перекручена. Но если женщина не давала свободу мужчине-ребенку с самого, хоть где-то, что это мой предмет, моя игрушка, здесь очень-очень много, и у женщин это было. У женщин это проявлена зависимость, это когда спина заканчивается, шея начинается, вот этот бугорок. Он у многих женщин очень проявлен. Но у тех, у кого даже спина-позвоночник выровнен, на энергиях там все равно может быть эта зависимость от правительственной всей системы и от мужчин. И главенствуя понтифики в своих казематах, только мужская стать выходит. Здесь также мужчины могут обрести, касаясь этого понимания, что вы не осуждаете. Не должно остаться ни у кого осуждения. А только вот эта ярость свободы, весны. Она неимоверно должна заговорить сейчас у многих, и тогда мужская энергия восторжествует. И, конечно, добавочные все эти фильмы, добавки всякие, которые существуют, все это унижает, убивает мужскую силу с неимоверной скоростью. Женщины и мужчины, проглядывая это, бегут от себя. Они тогда вот этого силовика-победителя зажимают. Он так и зажат у мужчин. И он влияет на все состояния. Мужчина, и это принято практически во всех культурах, что он мужчина только тогда, когда физически он развит. Мужчина, когда у него есть сердце, и когда в его сердце горит свет. И когда этот победитель света в нем очень яростно горит. Когда он ценит жизнь и не нарушает законы самого Создателя, и помнит о золотом правиле «не навредить». И тогда его сила проявлена будет все больше и больше. У мужчины может проявленностью быть и мускулатура, и плечи, торс, все что угодно может. Физическая проявленность мужской силы может быть очень неимоверной и рассветной в эту весну. Все эти загромождения, все эти вторжения, они столько принесли вреда и мужским, и женским энергиям. И женщины также не видели в себе красоту, потому что красивые только те, которые на экранах. И так на это смотрели и мужчины. И сейчас, в этот день, он глобальный день. Он волшебный день. Он может быть таким прорывом у вас. Выйдите из этой кабальной системы, что вы без кого-то не сможете жить. Самим собой стать. Самостоятельным быть каждый из вас, мужчина и женщина. И, конечно, этим необходимо делиться, нет другого пути. Не угрожающие их передачи великих аватаров этого столетия, этих миров. Здесь цикл меняемостью идет, и он очень явно ускоренным происходит. Если бы не все эти разрушения, он бы мог быть более медленным, но это все ускоряет. И поэтому все, что необходимо вам, это признать эту изначальность сотворения в себе, и что Творец изначальный главенствует во всем. Не те программы тех других. Именно вот этот победитель света, победоносный, внутри ваших солнечных единений, в гортане, в вашем рассудке, он должен первично загореться. И, конечно же, корневой чакре жить. Если явно проявлено будет это в рассудке, вы сможете убедить свой рассудок. Не просто вы знаете, вы этим моментум создадите. Намерение, которое перейдет в моментум.
корневая чакра у множества из вас загорится созиданием. И планета также посылает в эти дни эту силу. Эта сила будет продолжаться, а она сегодня находится в равновесии. В равновесии находится день и ночь, временность. Но вместе с тем, каждый день весны увеличивается день. Каждый день весны увеличивается ваш вот этот световой победитель. И если вы сегодня создадите этот моментум, что это будет происходить именно в каждом дне весны. Каждый день весны Миеира, Миеира, Миеира. У каждого будет свой выбор, не прослушивая, что там звезды сказали или не сказали. И если бы они могли действительно слышать настоящесть звезд, они бы так не утрировали, они так бы не бахвалились. И когда это идет, помните, что там идет очень много лукавства, ведь полная зависимость – это также вас зависимым делает. Выйдите из этого состояния сегодня, сейчас, в этот день. И каждый день весны сделайте так, чтобы ваша сила умножалась ускоренно. И помните об этом. И это даст такой прорыв могущества. И делясь этим с множеством, это даст прорыв многочисленным массам поднять вот эту световую дилемму внутри себя. Загоревшись, вы этим становитесь, и оно произойдет тут же, на планете. Остановить архонтов. Остановить убийство. Эти слова должны быть призывными. Есть призывы архангелу Михаилу, князю мира. Он могуществен, его могуществу нет предела. Не тот религиозный, к которому приучено человечество, нет. Тот настоящий. Он может много сделать, но если вы его призываете для Миеира, глобального, вот тогда и на ваших частотах, и на ваших энергиях что-то происходит, и если вы решаете служить Миеиру, 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 свету Миеира, созиданию Миеира. И вместе с тем, вы часто видите, слышите, когда существо непонятно какого состояния вещает, что он ему отвечает на вот эти плоские, линейные вопросы. Это такое утрирование, такое искажение идет. Как можно представить хоть на полсекунды, что он будет решать плоские вопросы смертных? Как можно в это поверить? Ведь он князь не только этой планеты, Миеира вообще. И когда вы это слушаете, вы тогда теряете связь с собой. Тот ваш победитель искристый, яскравый, там, внутри у вас, он тухнет, вы его гасите. Ставя лайки туда, почитая или просматривая, или просто равнодушно пролистывайте. Как можно так обесценить в сознании человеческом таких великих? Галактика рассказывает о какой-то сублимативности смертных. Как она может это делать, если там представители от человеческой расы планеты Терра, только дельфины? Как может делать эта галактика? Задайте сегодня себе напрямую эти вопросы. Это и есть те штрихи, которые просто пролистывали, просто прослушивали, просто чувствовали себя некомфортно. Все было у вас, и вы прослушивали, и вы в это верили. Вы теряли полностью надежду на то, что они есть. И если вот этого нет внутри, что они существуют, иначе бы мироздание не стояло, то вы внутри и везде излучаете эту тьму, и вы в ней находитесь. Она страшна, она непомерно страшна. А когда вы верите, что они настоящие, владыки, они же есть. Они все есть. Но они так не ведут себя, нет. Они – владыки цивилизации света. И только свет они могущественный несут. И не умножают тьму. Ложное повествование мешает доступу настоящих архангелов и их мощных, световых энергий на планету и человечество. Поэтому не видите и не задумывайтесь, какой вред несет ложь. Механически благодарите и усиливайте темные энергии убийства, разрушения, усиливайте силу тьмы. Вы уже услышали, делитесь этими знаниями. Делайте это так мудро, чтобы возвышать себя. Нужно так мудро находить утверждение, что сила находится в вас, и она другая. И владыки миров,
и те лучи космического Создателя, они так не ведут себя. Они в угоду люциферианским программам не будут этого делать никогда. Услышьте сейчас каждый своим сердцем и передайте великому множеству. Весеннее равноденствие – это праздник ваших душ. Это восхождение, это избавление, это исцеление, и оно есть сейчас. И вы дышите сейчас, и вы находитесь в этом. Примите его подобающим празднованием и рассудка, и всей той настоящей внутренней силы. Примите и понесите. И умножайте его каждый день, каждое мгновение этой весны. Сделайте это. Дайте возрасти тому силовику света победоносному, который есть в вас. Станьте этим. Это каждодневное взрастание. Я сейчас это утверждаю. Находитесь как можно чаще в сейчас. Сегодняшний особенный день. Проживите его. Но он каждым днем будет ярче, сильнее, мудрее, богаче. Ибо восхождение – это всегда изобилие. Цветение всего самой жизни, а значит изобилие. Оно неразделимо. Возрастут сейчас, зацветут цветы, фруктовые деревья, и все это изобилие. Восстановите его в себе. В каждом помысле, в каждом мгновении своего сознания, на всех уровнях станьте этим. Благодарение планете должно быть особым сегодня. Самой планете. Не утрируйте, не уменьшайте ее ласкательными словами. Это могущественное космическое существо. И обращение должно быть только таким. Ибо уменьшая, вы несете ту ужасную составляющую. Не делайте этого. Планета, прими мое почитание, благодарение. Прими мое почитание, благодарение. И это еда, это вода, это одежда, это планета. Уйдите из зависимости всех этих архонтовских программ. Выйдите сегодня. Сделайте это. Это все планета. Вы дышите первично. Самое могущественное в вас – это ваше дыхание. Это все планета. Никто из них. Она позволила вам. И вот эта непомерная, совершенно нелинейная, а совершенно другая благодарность должна у вас сегодня быть. Это и будет празднование. Это и будет высвобождение и процветание. Зацветет она силой цветением и силой мужества. Победа света – единственная победа, которая нужна всем сейчас. Забудьте все. Восстановите эту световую победу в каждом мгновении. Сегодня и каждый день весны. И дальше. Будьте этим. Весна Миира. Весна Миира. Весна Миира настала. Сяюча, сонячна сяйва. Сяюча, сонячна сяйва. Сяюча, сонячна сяйва. Весеннее равноденствие – самое могущественное. Уникальный, практический курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу, в этом его сила. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они, незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Курс «Дельфины» — это радость неземная.
Прямые передачи «Владыка миров», Элохим, Архангелы, световые цивилизации Сириус, Плеяда, Андромеда, Арктура и дельфины и киты. Настоящая активация божественности, изобилия в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности. Усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела, врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибрации собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части. Воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь. Нет возможности откладывать, воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы, божественности в себе. Уникальный, практический курс «Дельфины». Вопросы и запись по номерам в описании.